В этом выпуске Трусова получила некие гарантии того, что ей дадут зеленый свет на поездку в Пекин. Еще один конспирологический поворот, который может случиться в новом сезоне, это переход Саши в команду Арутюняна. Иностранцы поздравили Трусову с днем рождения. Надеемся, она приземлит все четверные прыжки и станет непобедимой. А теперь обо всем по порядку. Уже осенью 2021 года стартует олимпийский сезон, венцом которого станут игры в Пекине, стартующие 4 февраля. Пока не ясно, кто среди женщин-фигуристок будет представлять на играх Россию, так как на 3 заветные путевки претендуют как минимум 7 фигуристок, однако пекинские перспективы самой Трусовой кажутся незыблемыми. Нет никаких официальных гарантий того, что Александра поедет в Китай, никто не давал, однако многие читаемые обстоятельства, сложившиеся вокруг Трусовой, говорят о том, что Саша на Олимпиаде быть. И вот почему. В мае 2021 года в Хрустальном согласились повторно открыть двери для беглянки Трусовой не просто так, у команды Этери Тутберидзе были свои и весьма практичные резоны. Саша, в какой бы форме она ни была, обладает уникальными прыжковыми характеристиками, которые еще долгие годы смогут позволять ей претендовать на все мировые награды без исключения. И то, как запросто русская ракета взлетела на чемпионате мира с 12-го на 3-е место, является еще одним тому доказательством. Саша уникальна. Давайте на минутку представим, что рядом с Сашей находится Рафаэль Арутюнян, опытный человек, умеющий воспитывать чемпионов. Как бы это отразилось, на ваш взгляд, на международных перспективах учениц Хрустального? Да очень просто, они могли бы не выдержать конкуренцию со стороны Трусовой. Безусловно, Тутберидзе очень хорошо понимает, что такая конкурентка – это прямая угроза гегемонии Хрустального в мире фигурного катания. Все это понимает и сама Саша. Можно предположить, что договариваясь со штабом Хрустального о своем возвращении, Трусова получила некие гарантии того, что ей дадут зеленый свет на поездку в Пекин. На что-то подобное в свое время намекал и сам Плющенко, сказавший, что Саше пообещали в Хрустальном особенные условия. Конечно, это только предположение, а как будет на самом деле, покажет время. Некоторое время назад известная журналист Елена Войцеховская написала, ссылаясь на слова близких к Трусовой людей, что боссы Хрустального могут пригласить для Саши другого хореографа вместо Даниила Глейхенгауза. И если это так, то в предстоящем сезоне нас ждет еще одна изюминка. Согласитесь, что пригласить для Саши кого-то из заокеанских хореографов – хорошая идея. Александра всегда была не такой, как все, и было бы логично, если бы ее программы выбивались из привычной для Хрустального стилистики. Еще один конспирологический поворот, который может случиться в новом сезоне, это переход Саши в команду Арутюняна. Сам Рафаэль Владимирович неоднократно говорил, что он не против поработать с Александрой, однако для этого нужно согласие Федерации фигурного катания России и Самбо-70. Напомним, что после Олимпиады в Пекине Нейтан Чен, главная звезда команды Арутюняна, планирует завершить профессиональную карьеру, так как хочет посвятить себя карьере медика. Безусловно, Арутюнян, который привык быть в центре мира фигурки, захочет и дальше оставаться на своем месте, однако для этого ему будет нужен новый вызов. Трусова, родители которой ранее уже пытались навести мосты с Арутюняном, прекрасно подходит на роль новой музы для великого мастера. Конечно, переходить к Арутюняну прямо сейчас, когда еще не остыли страсти после резонансного возвращения Саши к Тутберидзе, это было бы как-то слишком, однако если тренеры Хрустального оставят Сашу без Олимпиады, то нет сомнений, что Трусова и ее амбициозные родители будут готовы пойти на любой радикальный шаг. Русская ракета, которая давно уже стала одним из самых известных российских брендов в мире, в 2021 году заработала немалые международные активы. Так, весной этого года фан-клубы Трусовой поочередно открылись в Японии, которая, как казалось еще недавно, принадлежит исключительно Загитовой, и в Китае, на территории которого фан-клубов российских фигуристок еще не было.
Растущей популярности Трусовой в мире поспособствовала и книга «Девочка, победившая гравитацию». Данное издание, которое является биографией Саши Трусовой, попало в список бестселлеров на сайте Amazon в категории «Спорт», что само по себе говорит о многом. Книга уже переведена на английский язык, а впереди версия книги на японском языке. Перевод на язык страны восходящего солнца уже ведется. Как сказал известный журналист Джек Галлахер, написавший статью о Трусовой, книга про Трусову – это не просто увлекательная биография Саши, а также еще и проникновенный взгляд на российское фигурное катание в целом. Автор книги Елена Зотова утверждает, что с ней уже связались несколько американских продюсеров, которые решительно настроены на то, чтобы выкупить права на экранизацию книги. Если так и случится, то история Александры появится на большом экране, а это значит, что Трусова получит мировую славу, а также статус фигуристки, которая является живой рекламой фигурного катания. Как известно, в США есть одна простая и проверенная формула успеха. Хотите раскрутить какой-то вид спорта, найдите подходящего человека и снимите про него фильм. Так, однажды лицом бодибилдинга стал Арнольд Шварценеггер, ставший главным героем фильма «Качая железо». Данная лента подняла популярность железного спорта на небывалые ранее высоты. Есть и другие примеры, когда на помощь тому или иному виду спорта приходил Голливуд. Кто знает, возможно, судьба готовит для Саши и такую роль. Впереди у Саши сезон, который обещает стать одним из самых судьбоносных в ее карьере. И очень бы хотелось, чтобы обошлось без травм, а главное, необдуманных решений. Нам же, поклонникам фигурного катания, остается одно – пожелать русской ракете долететь до всех высот, которые она сама захочет покорить. Иностранцы поздравили Трусову с днем рождения. Надеемся, она приземлит все четверные прыжки и станет непобедимой. 23 июня свой день рождения отпраздновала Александра Трусова. Российской фигуристке исполнилось 17 лет. Многие поклонники поздравляют Трусову, ставшую в минувшем сезоне бронзовым призером чемпионата мира в Стокгольме. Иностранные болельщики тоже не забыли поздравить русскую ракету. На англоязычном форуме Reddit они выразили свои пожелания, а также отметили важность того, что она родилась именно 23 июня, а не на неделю позже. С днем рождения Сашу, надеюсь, у нее будет отличный олимпийский сезон. Кстати, если бы Саша родилась на 8 дней позже, все могло бы быть совсем по-другому. В прошлом сезоне она бы только дебютировала на взрослых соревнованиях. Данный факт делает сегодняшний день особенным. Я так злюсь из-за правила 1 июля. Кажется действительно несправедливым, если кто-то родился в июле или августе, к началу сезона ему все равно исполнится 15 лет, почему бы ему не позволить перейти в старший разряд? Из-за этого Алена Косторная начала принимать участие во взрослых соревнованиях лишь в 16 лет. С днем рождения, русская ракета! С днем рождения, Саша, удачи королеве квадов в олимпийском сезоне! Я надеюсь, что она приземлит все четверные прыжки и станет непобедимой. Кстати, Саша родилась в Международный олимпийский день.